Привет всем! Рада видеть вас на моем канале. Меня зовут Надя, это канал о вязании. И в этом видео в мастер-классе я хочу снова связать идеальный круг. Но это будет не самый обычный идеальный круг. Мне так понравился узор, который я использовала вот в этой монетнице на ее боковых частях, что я решила переложить этот узор на круг и сделать из него идеальный круг. И сегодня я об этом вам расскажу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе каждого следующего видеоролика, потому что у меня очень много интересных роликов о вязании. И давайте начинать. Для вязания я возьму вот такую вот новинку, опять от пряжи Центр. Это шнур Карамель Дольче. Смотрите, у него очень загадочный состав, декоративная полимерная нить. Я не знаю, что это такое. Длина 100 метров, толщина нити 4 мм, вес 200 грамм. Крючок я решила взять тоже 4 мм. Посмотрите, ниточка имеет такой блеск, но при этом он довольно благородный. Да? В отличие от Карамель Бэйби, все-таки видно, что здесь вот этот вот розовый, это Карамель Дольче, он немножко отливает, а этот совсем смотрится матовым. Ну, сегодня я буду испытывать вот эту новинку. Промокод на скидку в 10% на всю продукцию пряжи Центр внизу под видео будет. И ссылка на магазин тоже там. Так, идеальный круг. Ну, наверное, вы все уже знаете, как вязать идеальный круг. И основной принцип идеального круга, если вы вяжете его столбиком без накида, это делаем 6 прибавок в каждом ряду через равное число одиночных петель. Здесь, в принципе, если вязать идеальный круг даже таким необычным узором, принцип остается тот же самый. 6 прибавок в ряду через равное число петель. Итак, начинаю идеальный круг с магической петли. Делаю поворот нити вокруг пальцев по часовой стрелке, вставляю крючок в петлю, подхватываю рабочую нить и делаю первую подъемную петлю на следующий ряд. Это воздушная петля, она будет играть роль первого столбика без накида. Добавляю в петлю, в магическую петлю, еще 5 столбиков без накида. Итого 6 петель для первого ряда. 3, 4, 5 и 6. Скажу честно, я вяжу этим шнуром первый раз. И вот мне кажется, что крючок номер 4 тонковат для него. Но я пока связала первый ряд. Делаю бесшовное соединение узелковое. Вытаскиваю немного петлю рабочую, вставляю крючок под первую горизонтальную петлю, подхватываю рабочую петлю и увожу ее наизнанку. Дальше эту петлю накидываю на изделие и затягиваю петлю в 2 движения. Раз и 2. Для того, чтобы узелочек получился плоским и чтобы он спрятался в петлях. Первый ряд готов, перехожу к вязанию второго ряда. Второй ряд здесь тоже будет традиционен. Для идеального круга это по 2 петли в каждую точку, итого 12 петель для второго ряда. Начинаю второй ряд в следующую петлю от соединения. Вот соединение, вот следующая петля. Я буду вязать в раскол, так, с лица в раскол и с изнанки тоже в раскол. И с лица в раскол. Делаю первую петлю подъема и делаю в эту же точку столбик без накида. Это получается как бы прибавка. 2 петли в одну точку, да, это прибавка. И дальше по 2 петли в каждую точку предыдущего ряда. И таким образом из 6 петель получите 12 петель. Последняя точка, это было соединение предыдущего ряда, здесь самое сложное место, потому что здесь очень плотно петли друг к другу лежат. Раз
И в это же самое место второй столбик и 2. Так. Опять вытаскиваю немножко петлю, вставляю крючок под первую горизонтальную, подхватываю открытую петлю, увожу ее наизнанку, накидываю петлю на изделие и затягиваю. Раз и 2. Хвостик я тоже затяну. Скажу, хвостика совсем не хочет затягиваться. Допустим, вот так. И, наверное, с третьего ряда я все же возьму крючок побольше. Сменила я крючок на 5 миллиметров и перехожу к вязанию третьего ряда. С третьего ряда я начну вязать узор, но не забываю соблюдать про правило 6 прибавок в каждом ряду. Итак, начинаю с первой петли подъема в точку, следующую от соединения. Раз. Дальше на ряд ниже, то есть вот в эту точку, вот сюда вставляю крючок и делаю первую длинную петлю. Здесь все очень плотно, поэтому вязать немножко сложно. Так, дальше. Дальше в следующую точку, опять на ряд ниже, вот сюда на этот раз вставляю крючок. Опять подхватываю рабочую нить и делаю вторую длинную петлю. Так, получается на крючке 3 петли. 1 петля рабочая и 2 длинных. Провязываю это все вместе. Дальше немножко отодвигаю свое вязание в третьем ряду. Нахожу здесь петли предыдущего ряда. В раскол вставляю крючок и вяжу опять столбик без накида в раскол. Раз. И в следующую точку тоже добавляю столбик без накида в раскол. Смотрю, чтобы все вышло в раскол, и с изнаночной стороны тоже. Тогда будет все ровно и красиво. 2. Таким образом, роль прибавки здесь играет вот этот вот столбик, провязанный из 2 длинных столбиков на ряд ниже. И сейчас я опять делаю длинные столбики на ряд ниже, провязанные вместе. Вставляю крючок в ту точку, откуда уже выходит 1 длинный столбик, вот сюда, на ряд ниже. Так. Это на камеру просто очень сложно сделать. 1. В следующую точку вот сюда, то есть это получается просто точки первого ряда. И вот в эту точку. Два. Вывожу и 3 петли вместе. Дальше их опять пододвигаю, под ними ищу петли предыдущего ряда и провязываю их в раскол. Раз. И вторая петля, вот она. И 2. И повторяю так до конца ряда. То есть вот этих вот петель, где длинные столбики провязываются вместе, должно всего быть 6. 2 я уже сделала. Раз, два. И еще нужно сделать 4. Раз. И в следующую точку. И 2. И вместе. Не забывайте отодвигать эти петли, чтобы найти там петли этого ряда, куда нужно сделать столбики в раскол. Иначе у вас число петель собьется. Раз и 2. Ну и работаю так до конца ряда. У меня остается последний мотив в этом ряду. Смотрите, вот сюда
будет длинный столбик сделан, и вот сюда. Здесь все очень плотно, это еще было соединение предыдущего ряда. Так, крючок вставила, вывожу один, и вот вторая точка, из нее выходит лучик первого мотива. Тоже завожу крючок. И вывожу. Все петли провязываю вместе. И мне остается связать еще столбик без накида в раскол в этот ряд. Для того, чтобы сомкнуть мотив. Помните, начинали мы его с одинарной петли и вот заканчиваем тоже одинарной петлей. Снова вытаскиваю немножко петлю, вставляю крючок под первую горизонтальную, вот она, подхватываю открытую петлю, увожу ее наизнанку и затягиваю. Здесь можно затянуть вот так. Потому что начинать ряд мы будем вот в эту петлю. Итак, смотрите, теперь, если мы пересчитаем все вот эти косички, соединение тоже считается как косичка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Получается 18 косичек. 18 это 6 умноженное на 3. То есть третий ряд связался правильно. Итак, перехожу дальше к вязанию четвертого ряда. Опять помню, что в четвертом ряду нужно сделать 6 прибавок, 6 равномерных прибавок, точно так же, как и в других рядах. Начинать четвертый ряд буду с одинарной петли. Итак, вставляю в раскол. В этот ряд делаю первую петлю подъема на этот ряд. Дальше у меня идет группа из длинных столбиков. Я вяжу на ряд ниже в раскол. Раз, длинный столбик. Опять на ряд ниже в раскол. 2, длинный столбик, и провязываю вместе. Дальше немножко опять отодвигаю группу из длинных столбиков. Здесь нахожу столбик этого ряда, вставляю в него крючок и провязываю его в раскол. Дальше смотрю, у меня опять идет по рисунку столбик в раскол предыдущего ряда, но мне нужно где-то сделать прибавку. И вот здесь я и делаю эту прибавку. Она опять будет состоять из группы длинных столбиков. То есть на ряд ниже, в ту же петлю, откуда выходит второй длинный столбик первого мотива. Раз. В следующую точку, здесь тоже, вот сюда можно сделать длинный столбик. 2. И все это провязываю вместе. И вот он получается раппорт этого узора, который нужно повторить 6 раз. Снова. Вот он. Немножко отодвигаю, здесь нахожу одинарный столбик, в этот ряд, раз. Дальше идет у меня группа из длинных столбиков предыдущего ряда, значит мне нужно ее как бы опоясать длинными столбиками этого ряда. Раз. И опять на ряд ниже, вот так. 2. И вместе. Дальше у меня идет 2 столбика коротких в предыдущем ряду, то есть здесь будет прибавка. И это вяжется следующим образом. Столбик в этот ряд, на ряд ниже, вот она та самая прибавка, раз, и на ряд ниже в следующую точку, вот сюда, и 2. И повторяю это еще 4 ряда. Снова будет одинарный столбик, затем группа из длинных столбиков, затем одинарный столбик и группа из длинных столбиков, которая будет прибавкой. Повторяю до конца ряда. Подхожу к концу ряда, у меня остается последний мотив. Последний мотив это будет как раз добавленный длинный столбик. Да, вот он длинный столбик, опоясывающий длинный столбик предыдущего ряда. И сейчас буду делать добавленный. Да. Опять сначала в этот ряд делаю
столбик в раскол в этот ряд, и вот две точки. Одна точка, откуда выходит последний мотив, и вторая точка, откуда выходит первый мотив. Так, вставляю крючок, подхватываю, делаю первый длинный столбик и опять вставляю крючок, подхватываю, делаю второй длинный столбик. Вот так. Провязываю их вместе. На этом ряд закончился. Вытаскиваю немного петлю под первую горизонтальную, крючок. Так. Раз, два. Подхватываю открытую петлю, вывожу ее, накидываю петлю на изделие и затягиваю. Раз и два. Дальше снова можно пересчитать косички. Их должно быть 24, включая соединение. У меня все правильно, у меня 24. И перехожу к вязанию 5-го ряда. Итак, снова начинаю ряд со столбика в этот ряд, в раскол, делаю подъемную петлю. Дальше у меня идет по рисунку длинные столбики предыдущего ряда, делаю опоясывающие длинные столбики этого ряда. Раз. И вот сюда 2. И все это провязываю вместе. Дальше немного отодвигаю, и здесь у меня короткий столбик предыдущего ряда. В него делаю 2 коротких столбиков этого ряда. То есть это будет прибавка. Раз, два. И дальше опять длинный столбик, опоясывающий длинные столбики предыдущего ряда. Делаю раз и делаю 2. И все это вместе. Это и будет раппорт в 5-м ряду. Опять немножко отодвигаю, повторяю это 6 раз. Сначала идет короткий столбик, он одинарный. То есть, видите, удваиваю я здесь не каждый короткий столбик, а через одну. Каждый не надо, будет слишком часто. Дальше опоясывающие длинные столбики. Раз. И в следующую точку. 2. И все это провязываю вместе. А вот затем 2 коротких столбика в раскол в этот ряд, то есть прибавка. Раз, два. И снова длинные опоясывающие столбики. В этот ряд. На ряд ниже, точнее. Раз. И ниже. В следующую точку. 2. И все это вместе. Итак, 2 раза я связала. Нужно связать еще 4 раза. Итого 6 раз. Заканчивая этот ряд, у меня идет 2 коротких столбика в раскол в этот ряд. Раз, два. И последние это длинные столбики, опоясывающие столбики предыдущего ряда. Раз и 2. Так, все это провязываю вместе. Вытаскиваю под первую горизонтальную, вставляю крючок, увожу на изнанку, накидываю петлю на изделие и затягиваю петлю. 5-й ряд на этом закончен. Если пересчитать теперь косички краевые, включая соединение, их должно быть 30. У меня 30, у меня все правильно. 6-й ряд. Снова вставляю крючок в раскол для подъема на этот ряд. Делаю первую подъемную петлю. Дальше идет по рисунку длинные столбики предыдущего ряда. Делаю длинные столбики этого ряда, опоясывающие. Раз, два. Провязываю вместе. Дальше по рисунку идут 2 коротких столбика предыдущего ряда. Их просто провязываю в раскол.
Раз. И два. Вот так. Дальше опять длинные столбики вместе, которые провязываются. Раз и два. И в следующий столбик я делаю прибавку. Следующий столбик это короткий был столбик в раскол предыдущего ряда, и вот в него я делаю просто 2 столбика в раскол этого ряда. Это и будет прибавка. Так вот. Снова длинные опоясывающие столбики. Раз, два. Дальше 2 столбика в раскол в этот ряд. Раз, два. Длинные опоясывающие на ряд ниже. Раз. Раз, два. Вместе. И вот он идет. Столбик в раскол предыдущего ряда, в него и делаю прибавку. То есть 2 столбика в раскол в одну точку. Получается, мотив здесь будет такой. Длинные опоясывающие столбики вместе, затем 2 столбика в раскол, по одному в каждую точку, затем опять длинные столбики вместе и затем прибавка. Повторяю это 6 раз. Единственное, здесь ряд начался с одинарного столбика, и в конце ряда я просто вот в эту же точку свяжу еще один одинарный столбик в раскол для того, чтобы замкнуть этот раппорт, чтобы получить вот такую же прибавку вот в этой точке. Заканчиваю 6-й ряд. Это длинные опоясывающие столбики. Раз и два. Провязываю это вместе и не забываю, что здесь нужно еще сделать прибавку в самую первую петлю, да, которую я не сделала в начале ряда. Делаю столбик в раскол и снова делаю соединение. Немножко вытаскиваю петлю, вставляю крючок под первую горизонтальную, подхватываю рабочую петлю, вывожу ее и накидываю петлю на изделие. Затягиваю петлю. 6-й ряд у меня готов. Для контроля опять-таки пересчитываем косички. В 6-м ряду их должно быть 36. И перехожу к вязанию 7-го ряда. Снова вот сюда вставляю крючок под соединение, в петлю под соединение в раскол, подхватываю рабочую нить, делаю первую подъемную петлю на этот ряд. Дальше по рисунку идут длинные столбики. Раз. И в следующую точку 2. Дальше делаю в раскол в этот ряд. У меня как бы здесь получается между длинными столбиками по 2 столбика коротких в раскол в предыдущий ряд. Вот смотрите, вот 2, вот 2, вот 2. Но прибавки я буду делать только в те столбики, которые каждый идет из своей петли. Вот здесь, видите, эти столбики идут из одной петли. В них я не сделаю прибавку. А вот эти, они через один будут идти, они идут каждый из своей. Вот в эти места я и буду делать прибавки. Прибавка здесь будет длинный, вот этот вот опоясывающий столбик, только здесь пока нечего опоясывать, пока просто делаю на ряд ниже, раз, и опять на ряд ниже. Именно потому что я делаю на ряд ниже, мне и нужно, чтобы эти столбики выходили не из одной петли, не как здесь, я просто здесь не сделаю 2 столбика на ряд ниже из одной петли, а затем провязаны их вместе. Но не получится так, у меня нить вылезет наружу. А когда они каждый из своей точки идет, то тогда все возможно. Раз. И в следующую точку 2. И все это провязываю вместе. Дальше я их отодвигаю
И под ними нахожу петлю и ее провязываю в раскол. Раз. И опять делаю длинный опоясывающий столбик на ряд ниже. Раз. И два. Затем снова отодвигаю и делаю столбик в раскол в этот ряд. И вот он, раппорт, мотив этого ряда. Одиночный столбик, дальше 2 длинных опоясывающих на ряд ниже, дальше опять одиночный столбик, дальше опять 2 длинных, которые начнут как бы новый луч и являются прибавкой к этому ряду. Затем опять в раскол в этот ряд, длинный опоясывающий на ряд ниже и опять одиночный. Да? Давайте повторю еще раз в этом ряду. Итак, одиночный столбик в этот ряд, раскол, раз. Дальше на ряд ниже, длинный, раз. Опять на ряд ниже, вот сюда, длинный, 2. Провязываю вместе. Отодвигаю его и нахожу здесь точку, куда я провязываю один столбик в раскол в этот ряд. Да? Затем опять на ряд ниже. Это будет прибавка, столбик прибавка, раз. В следующую точку на ряд ниже, 2. И все это вместе. И заканчиваю этот ряд, опять их немножко отодвигаю. И здесь снова делаю одиночный столбик на ряд ниже, раскол в этот ряд. Дальше длинный опоясывающий столбик на ряд ниже, раз. И вот он, следующий длинный опоясывающий, 2. Все это провязываю вместе. Немного теперь отодвигаю эти длинные столбики и вот сюда провязываю столбик в этот ряд в раскол. Это будет столбик, завершающий этот раппорт. Итак, 2 раза я повторила этот мотив. Нужно повторить еще 4 раза. Всего в этом ряду, как и всегда, мы повторяем 6 раз мотив. И затем делаем в конце бесшовное соединение. Прибавки. Вот смотрите, как выглядят прибавки. Вот это вот будет прибавка. В этом ряду вот она. Одна прибавка, да? Ее как бы видно. И вот она, вторая прибавка. Вот она, вторая прибавка. Вот так они выглядят. Видите, эти прибавки, они будут начинать следующие лучи. Здесь вот она была прибавка в нижних рядах. И вот она начинает этот луч елочки. Заканчиваю этот ряд. Длинные столбики на ряд ниже, опоясывающие длинные столбики предыдущего ряда. Вместе. И заканчивается одинарной петлей. Раскол в этот ряд. Снова делаю бесшовное соединение. Итак, это был 7-й ряд. Опять считаем петли по кругу в 7-м ряду. Их должно быть 42. Дальше будет 8-й ряд. В 8-м ряду места прибавок найти очень легко. Вот это 2 петли коротких выходят. Вот отсюда мы будем делать прибавку. Это будут опять длинные опоясывающие столбики, начинающие следующий луч елочки. Вот эта точка, раз. Вот эта точка, 2. Видите, здесь идут 2 одинарных и 2 подряд. 3 опять. Раз, 2 и вот 2 подряд. Это будет 4. Таких точек будет 6, и это будет места прибавок. Итак, начинаем. Начинаю с одинарного столбика. Раскол в этот ряд. Делаю подъемный. Дальше на ряд ниже. Раз, на ряд ниже. 2. Опять немножко их отодвигаю. В раскол в этот ряд. Раз.
на ряд ниже, раз, на ряд ниже, 2 и вместе. Опять немножко отодвигаю в этот ряд, раз, и опять на ряд ниже, раз, на ряд ниже, 2 и вместе. И вот дохожу до места первой прибавки. В раскол в этот ряд, на ряд ниже, раз, и под следующую петлю снова на ряд ниже, 2. Все это делаю вместе. И вот получается раппорт в этом ряду, то есть 1 столбик в раскол в этот ряд, дальше 2 длинных на ряд ниже вместе, опять 1, 2 вместе, 1, 2 вместе, 1 и 2 вместе, который будет прибавкой. И повторяю это снова еще 5 раз. Один раз я повторила, еще нужно 5, итого 6 раз. Снова немножко отодвигаю, делаю 1, 2 на ряд ниже, вместе, опять 1, опять 2 на ряд ниже, вместе, опять 1 в этот ряд, раскол, 2 на ряд ниже, вместе, раз и 2. И дохожу как раз вот до этой пары одиночных столбиков предыдущего ряда, значит это следующая прибавка. То есть делаю раскол в этот ряд, на ряд ниже, раз, и в следующую точку, на ряд ниже, 2. Ну и повторяю еще 4 ряда, в конце ряда делаю бесшовное соединение. Закончится этот ряд должен прибавкой. Здесь, смотрите, делаю в этот ряд, и вроде как бы петли у меня закончились, но не забудьте, что мы делали еще и длинный столбик, который был вот прибавочный, и его тоже нужно здесь сделать, да, вот на ряд ниже, туда, откуда выходит ножка последнего длинного столбика, раз, и на ряд ниже, туда, откуда выходит ножка первого длинного столбика, самого первого мотива, 2, и все это вместе. Вот теперь ряд должен закончиться. Вытаскиваю снова петлю под первую горизонтальную, увожу петлю на изнанку и накидываю на изделие. Так, это был 8 ряд, и число петель в 8 ряду должно быть равно 48. Как быстро посчитать количество рядов в этом круге? Смотрите, какая красота получается, но сколько здесь рядов связано, совсем, по-моему, непонятно. Нужно считать, нужно найти самую длинную косу, которая идет от основания, вот она, и считаю длинные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И добавляю 2. Итого 8 ряд. Значит. Так, дальше перехожу к 9 ряду, и смотрите, этот узор очень плотный, и для того, чтобы он не начал волниться, для того, чтобы не пошел волнами, я предлагаю делать прибавки не во всех рядах. То есть в 9 ряду я предлагаю не делать прибавок. То есть просто вяжу, начинаю первый подъемный столбик в этот ряд, как обычно. Раз. Дальше на ряд ниже опоясывающий длинный столбик. Раз. И снова на ряд ниже опоясывающий длинный столбик. 2. Делаю вместе. Затем опять немножко его отодвигаю, нахожу там петлю, куда я делаю в раскол, столбик в этот ряд. Раз. И дальше опоясывающий длинный столбик. Раз. И 2. И работаю так до конца ряда. То есть в 9 ряду число петель не изменится. Их будет тоже 48. 9 ряд я связала, и я напоминаю, что он был без прибавок, значит число петель в нем сохранилось такое же, как в 8.
то есть в 9 ряду 48 петель. И я перехожу к вязанию 10 ряда. В 10 ряду я продолжу делать прибавки. Единственное, нужно выбрать место, куда делать прибавки в 10 ряду. Например, у меня идет самая длинная коса, вот идет короткий луч из нее, и вот здесь вот между ними, где-то вот примерно вот сюда, я повешу маркер. Прибавок в 11 ряду снова будет 6, да, то есть длинная коса. Вешаю маркер влево от длинной косы, от самой длинной косы. Вот, посмотрите, сделала я разметку маркерами, 6 маркеров, 6 прибавок влево от вот этой вот длинной косы. То есть вот в эту точку будет прибавка, вот в эту. Я повесила на длинный столбик, но делать прибавку буду вот сюда. Просто маркер будет мешать сделать прибавку, если я его повешу на этот же короткий столбик. Итак, начинаю 10 ряд, снова подсоединение, делаю в раскол подъемную петлю. Дальше смотрю по рисунку, у меня идут 2 столбика длинных, да? Делаю снова 2 длинных опоясывающих столбика, 1, 2 и вместе. И дальше как бы петля, отмеченная маркером, это короткий столбик, вот в него я делаю прибавку, то есть это 2 коротких столбика в раскол в этот ряд, 1, 2, то есть прибавка в 10 ряду это будет 2 столбика в раскол в этот ряд. Дальше вяжу, опять-таки, я больше ориентируюсь по рисунку, длинные опоясывающие столбики вместе, затем 1 в раскол в этот ряд, короткий, опять 2 длинных опоясывающих на ряд ниже, 1, 2, опять короткий в этот ряд, опять длинный опоясывающий, 1, 2, вместе. Фактически раппорт одного участка на этом закончен. Нужно будет вот то, что я сейчас провязала, повторить еще 5 раз. Да, и снова начинаю заново, потому что, видите, я снова оказываюсь у маркера. Короткий в этот ряд, длинный опоясывающий на ряд ниже, 1, 2, оказываюсь у маркера, значит, в этот короткий столбик я делаю прибавку. 1, 2. Ну и продолжаю так работать до конца ряда. В конце ряда сделаю бесшовное соединение. 10 ряд я закончила, в нем 54 петли, потому что в 9 ряду мы пропустили прибавки. И в 11 ряду я опять пропущу прибавки. Итак, вставляю крючок в этот ряд под соединение, делаю первую подъемную петлю. Дальше у меня идет длинный опоясывающий столбик, 1, 2, вместе. И дальше как раз вот эти вот 2 столбика, которые были прибавкой в предыдущем ряду. То есть в каждый из них я провязываю по одному столбику в раскол в этот ряд. Да? Ну и таким образом работаю дальше. Да? Там, где 1, в него провязываю 1, а там, где 2, вот они, точки 2, маркеры я пока не сняла, туда провязываю 2. Таким образом, число петель в 11 ряду тоже не изменится и тоже будет равно 54. 11 ряд я закончила, и 12 ряд, в нем я снова начну делать прибавки. Итак, снова начинаю под соединение с подъемной петли. Дальше длинный столбик на ряд ниже, 1, и длинный столбик на ряд ниже, 2, и провязываю вместе. И я сразу оказываюсь у точки с маркером, то есть сюда нужно сделать прибавку в этом ряду. Немножко отодвигаю длинные столбики, делаю столбик в раскол в этот ряд, да, вот здесь у меня идет 2 столбика в раскол подряд, и делаю
на ряд ниже длинный столбик, на ряд ниже снова длинный столбик. Это и будет прибавка этого ряда. И вместе. Опять отодвигаю длинные столбики в раскол в этот ряд. Ну и вяжу так до конца ряда. То есть вот прибавку из вот этих вот длинных столбиков я делаю там, где были маркеры, там, где идет 2 коротких столбика подряд. Работаю так до конца ряда. Таким образом, число петель в 12 ряду снова увеличится на 6 и будет уже равно 60. 13 ряд будет аналогичен 9 и будет вязаться без прибавок. Начинаю его под соединение. Делаю первую подъемную петлю в этот ряд в раскол, дальше на ряд ниже, раз, и снова на ряд ниже, 2. И все это провязываю вместе. Ну и повторяю этот мотив до конца ряда. Опять немножко отодвигаю, нахожу петлю в раскол, в которую нужно сделать в этот ряд столбик, раз, на ряд ниже, раз, на ряд ниже, 2 и вместе. Число петель в 13 ряду не изменится, их тоже будет 60. 13 ряд я закончила, и 14 ряд он будет снова прибавками. Но я не буду дальше вам рассказывать каждый ряд по отдельности, я лучше вам расскажу, как сделать любой ряд в этом узоре. Смотрите, какая красота получается, какие косы, да? Очень интересный и идеальный круг. Здесь будет 14 ряд, он идентичен 10, то есть снова находите какой-то луч, да, у которого давно не было прибавок. Ну, допустим, вот был предыдущий луч, да, это был самый длинный луч, а вот следующий луч, у него давно не было прибавок, и переставляете все маркеры за него. Вот он, этот луч, и вот сюда я поставлю маркер. Ну и, соответственно, все маркеры я поменяю на точно такое же расположение, ну, у других лучей. Вот, смотрите, маркеры я переставила для 14 ряда, выбрала вот этот луч, он по длине будет вторым после того самого-самого длинного, да, и вот они, симметрично расположенные 6 маркеров через равномерные участки. Перематывайте видео к 10 ряду и повторяйте все то, что было. То есть 14 ряд аналогичен 10, соответственно 15 ряд будет аналогичен 11, 16 ряд будет вязаться так же, как 12, а 17 ряд будет вязаться так же, как 13. И затем этот цикл повторяется вновь и вновь на нужную вам величину. Может случиться такая ситуация, что на очень больших рядах прибавок вам станет опять много, опять пойдет волной этот круг, тогда пропускайте ряды с прибавками, делайте ряды без прибавок, то есть просто уменьшайте частоту прибавок, и таким образом у вас получится, допустим, большой ковер или какая-то очень большая корзина. У меня, смотрите, получился вот такой круг. Напоминаю, здесь 14 рядов. Вяжу я из карамель дольче. От одного мотка, наверное, ушла половина. По размерам этот круг равен где-то 20 сантиметров. Наверное, на сумку, если вы захотите, допустим, кругляшку связать таким узором, из этого шнура одного мотка не хватит, потому что вот смотрите, сколько осталось. И тогда нужно, наверное, 2 мотка на сумку таким узором. Из тонкого шнура карамель бэйби, смотрите, вот как получается, тоже очень красиво, красивые стройные елочки, но этот шнур вообще очень мягкий, да, здесь не такая плотная вязка, ну и, соответственно, работа здесь, конечно же, больше, чем на таком толстом шнуре. Вот это карамель бэйби, и здесь, по-моему, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Здесь 11 рядов, да, здесь у меня 14 рядов, а здесь 11. Надеюсь, что вам понравилось это видео, надеюсь, что оно было для вас полезно и вы узнали из него что-то новое. Не забывайте про свои лайки, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал, сохраняйте видео к себе в плейлисты, делитесь в соцсетях. Это очень помогает развивать канал и продвигать видеоролики, и, соответственно, делать для вас больше бесплатных, доступных видео мастер-классов. Спасибо за внимание. Пока-пока.